Здравствуйте, уважаемые подписчицы и гости моего канала. Хочу сегодня представить вам вот такую модель. Спортивные укороченные кедики, тенниски. Выполнены они в цветах розовых, значит для девочки, но можно сделать и для мальчика. Три цвета. Основной белый, немного розового и немного бордового, для того, чтобы они выглядели веселей. Сразу замерю их. По подошве 10 сантиметров. Пальчики 5. Пяточка 4. Глубина почти 4 сантиметра. Ширина 4,5. Задняя часть почти 4. Боковинка 3,5. И бортик 2 сантиметра. Если вам понравилась такая модель, оставайтесь со мной и вяжите вместе со мной вторую пинетку. Для работы мне понадобятся нитки. Нитки розового цвета. Они очень тонкие, поэтому я буду вязать в 5 сложений. Вот такие. Похожи они на ирис. Нитка очень тонкая. Это будет только у меня часть мыса и обвязка. Основные нитки это белые. Длина их примерно 118 метров в 50 граммах. Поэтому я подбирала розовые нитки. И вот у меня в 5 сложений получилось. И плюс вот такие нитки. Это похоже на мулине или на штопку. Здесь всего лишь 20 метров. Мне понадобится 2 моточка или 1 моток по 2 сложения, чтобы достигнуть одинаковой толщины, как и белые и розовые нитки. Идеальный вариант это когда у вас не так много ниток и как раз вот можно скомбинировать несколько цветов. Также мне понадобятся крючки. Здесь у меня 2 крючка, 1,75. Вот этот крючок. Этим крючком я вязала подошву для того, чтобы она не была очень рыхлая, потому что там присутствует очень много видов петель. Столбики без накидов, полустолбики и столбики с одним накидом. И основной крючок это крючок 2,10, которым я буду вязать полностью все вязание, кроме подошвы. Крючок меньшего размера, роли не играет. Я его беру для того, чтобы спрятать отрезанные хвостики или же поднять очень узкую, тонкую петлю. Вот для этого мне нужен. Поэтому я вам могу сказать 0,75, но можно взять любой другой крючок, которым вы сможете помочь себе. 2 маркера, чтобы наметить серединку. Мыс, ножницы. Стелька. Стелька это обувная, одноразовая. Она выполнена из бумаги и бамбука она сделана. Поэтому для того, чтобы сделать подошву немножко прочней, я ее подклеила. Клей обыкновенный, вот такой. При стирке эту стелечку нужно вынимать, так как она бумажная. Также я буду использовать люверсы. Мне понадобится на каждую сторону, на каждый кедик, мне понадобится всего 4 штуки. С каждой стороны по 2 люверса. Использовать я буду щипцы вот такие в этот раз. Они очень удобные. Они состоят из... Это комбинированные. Можно делать дырочки. Вот возможность регулировать, чтобы сделать дырочку. И можно менять насадки вот таким образом. Если есть такая возможность, можете купить такие цанги. Очень хорошие, они очень качественные. Итак, я приступаю. Я начинаю вязать свое изделие с подошвы. Подошва у меня уже связана, я уже ее подготовила с бортиком. Связана она из 17 воздушных петель крючком 1,75. Я вязала крючком меньшего размера для того, чтобы она не была рыхлая, чтобы вот таких больших дырочек не было. Потому что здесь присутствуют столбики без накида, полустолбики, которые дают рыхлость. На моем канале вы можете посмотреть вязание такой подошвы, вот именно с бортиком. Мне такая подошва нравится. Я постоянно вяжу вот такую подошву. Поэтому, если вам понравится, буду очень рада. Теперь мне нужно связать бортик крючком 2,10. Бортик я начну вязать с задней части пинетки. Крючком делаю вот такую линию. Ищу условную середину. Вот. Беру за 2 доли, за полную петлю. Так как у меня это остаток, это идеальный вариант для вязания детских изделий, я остаток пряжи поделила на 2 части, чтобы быть уверенной, чтобы мне хватило на 2 изделия. Поэтому у меня сейчас уже пряжа в клубке. Это очень хороший вариант для того, чтобы знать, что хватит ниток на полную пару. Первая петля, закрепляю ее, подтягиваю хвостик и из этой же петли формирую полноценную петлю, чтобы не потерять ни одной петли. У меня в работе 72 петли. Буду я вязать столбиками без накида, не прибавляя
и не убавляя петли, чтобы у меня осталось 72 петли. Вот так. Так мне нужно провязать 5 рядов без изменения. Это значит, получается, все 5 рядов у меня будет только в каждом ряду по 72 петли. Бортик мой состоит из 6 рядов. В шестом ряду я покажу, как я убавляю петли на мысе, для того, чтобы закруглить его. Мы повстречаемся тогда, когда 5 рядов бортика будут готовы. Итак, я провязала 5 рядов. У меня по-прежнему осталось 72 петли. И последний заключительный шестой ряд я буду немножко вязать по-другому. Я отметила маркером центральные 20 петель. Из этих петель, из 20, я буду убавлять 4 петли. Все остальное вяжется без изменений, столбиками без накида. Я провяжу до маркеров и покажу, как я убавляю петли на мысе. Я провязала до первого маркера. У меня осталась самая последняя петля, которая под маркером. Снимаю маркер, провязываю столбик без накида. И вот со следующей петли я начинаю убавлять. Буду я делать 4 убавления. За первую полудолю петли, вот так, беру 1. И второй раз. У меня получается 3 петли, 2 полудоли провязываю вместе столбиком без накида, петля. Промежуток или интервал между петлями, которые я буду убавлять, будет 4 петли. 1, 2, 3 и 4. И точно так же повторяю вновь. Первая полупетля и вторая полупетля. Провязываю вместе столбик без накида. И вновь интервал 4 петли. 1, 2, 3 и 4. Третье убавление. Первая полупетля и вторая полупетля. Столбик без накида. И последнее убавление, интервал 4 петли. 2, 3, 4. Последнее убавление, последняя петля. Так. Маркер снимаю и провязываю до конца. Бортик готов. Итак, бортик готов. Я вставила маркеры. Посмотрите, за счет убавления, вот видите, какой плавненький такой переход на мысик. Можно сделать ровным, не убавлять. Мне нравится такой вариант. Вы можете выбрать сами. Маркерами я отметила центральные 34 петли. Маркеры под работой, под петлями в работе не участвуют. Этим самым я буду вывязывать мысик, увеличение мысика и продвижение, получается, глубину мыса. Итак, у меня будет белый цвет, это несколько рядов, я буду начинать белым цветом и потом перейду на розовый. У меня есть вот такой остаток ниток белых, и мне этого достаточно будет. Я буду начинать вязать мыс с 15 петли. Вязать я буду не за полную петлю, вот таким образом, как я вязала, а за полупетлю, за заднюю долю, вот таким образом. С 15 петли 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Вот она 15 петля. Вкалываю крючок, чтобы все ниточки были. И буду провязывать первые 6 петель. Начало мыса у меня будет состоять из первых 6 петель. Первая петля закрепляющая. Из этой же петли вывязываю вновь петлю, формирую. Подтягиваю нить. 1, 2 и 6. Вот у меня 6 петель. Чтобы быть уверенной, что у меня мыс, который я начала вывязывать ровно на середине, я проверю с другой стороны количество петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Все отлично. Продолжаю вязать. Также продолжаю 2 последующие петли провязывать столбиками без накида, также из середины петли. Эти 2 петли уже будут играть роль на увеличение мыса и на продвижение вперед к маркерам. Разворачиваю вязание без петли подъема и буду вязать со второй петли. 1, 2, 6 и 7. Располагаю крючок таким образом, чтобы я забрала только одну полупетлю. Вот, чтобы видеть, откуда я беру. Вот.
Вот таким образом поддеваю. 1 и 2. Разворачиваю вязание без петли подъема и продолжаю вязать со второй петли. Этим самым я прибавляю петли. 1, 2, 7 и 8. Мне нужно на мыс сформировать 10 петель. Значит, мне еще осталось 2 петли. Один раз столбик без накида и второй раз столбик без накида. Разворачиваю вязание без петли подъема и продолжаю прибавлять петли на мыс. 1, 2, 9. У меня уже 9 петель и нужно последнюю сформировать. Один раз столбик без накида и второй раз столбик без накида. Разворачиваю вязание и делаю последнее прибавление со второй петли. 1, 2, 9 и последняя 10. По-прежнему провязываю 2 столбика без накида и по-прежнему из середины петли за заднюю долю. Разворачиваю вязание, и так как я планирую только 10 петель, то я теперь буду вязать с третьей петли. Первая, вторая и третья. 1, 2, 9 и 10, последняя петля. Я связала 6 рядов белыми нитками. Этим самым я выполнила белый мысик. Теперь я буду переходить на розовый цвет. Я провязала последние 10 петель. По-прежнему первая полупетля, столбик без накида, и вторая полупетля, только подбираю и эту нить из петли, беру нить другого цвета и провязываю вместе. Вот так. Разворачиваю вязание, пальцем придерживаю нить белого цвета и нить розового цвета и буду вязать с третьей петли. Буду я это вязать также с полупетли для того, чтобы сделать четкое ограничение между розовым и белым цветом. Подтягиваю 1, разворачиваю вязание таким образом, чтобы мне было видно середину петли. 2, 3, 8, 9 и 10, последняя петля. Вот таким образом я перешла на розовый цвет. Нить отрезаю, остатки нити и белый клубочек. И продолжаю теперь вязать нитками розового цвета. За первую полупетлю один раз столбик без накида и второй раз столбик без накида. Разворачиваю вязание и с третьей петли продолжаю вязать. Мне нужно, чтобы у меня осталось 10 петель. 1, 2, 3, 8, 9 и вот это вот очень затянутая петля 10. Вот я перешла уже на розовый цвет, и так мне нужно провязывать до маркеров каждый раз, начиная с третьей петли, для того, чтобы у меня середина осталась из 10 петель. Мы повстречаемся тогда, когда мысик, вернее удлинение мысика до маркеров будет провязано. Ну вот, мыс связан. Все петли до маркеров я провязала. Вот, видите, висят. Теперь я буду приступать к вязанию язычка. Язычок будет невысокий, так как у меня всего на 2 люверсах вот эти коротенькие спортивные кедики. И я планирую сделать всего невысокий язычок, который состоит всего из 8 петель. Но мне нужно прибавить с каждой стороны по одной петле для того, чтобы немножко расширить язычок. Этим самым я расширю его на 2 петли. Значит, я буду с каждой стороны прибавлять по одной петле для того, чтобы язычок у меня стал на 12 петель. 1 из этой же петли вывязываю вторую петлю, 3, 9, 10, 11 и 12, последнюю петлю. Петля подъема, разворачиваю вязание, и теперь у меня уже в работе 12 петель. Так мне нужно провязать 8 рядов в высоту. Вот уже второй ряд я заканчиваю, так как это короткий ряд, всего 12 петель.
Маркеры можно снять, они нам уже не понадобятся. Итак, я провяжу до конца последние 6,5 рядов и обвяжу для того, чтобы эстетический вид боковинки, так как он все равно, видите, немножко длиннее, и чтобы эстетический вид не испортить, чтобы были ровные края, я обвяжу полностью край язычка. Мы повстречаемся тогда, когда язычок будет полностью готов и обвязан. Я вам покажу следующий этап работы. Итак, мыс и язычок готов. Теперь я приступаю к задней части пинетки. Чтобы мне язычок не мешал, я его заправлю вовнутрь и займусь задней частью пинетки. У меня, вот если считать вот от этой точки, вот от полной петли до конечной, у меня должно быть 36 петель. Я думаю, у вас точно так же. Эти 36 петель я буду располагать таким образом. Я буду провязывать 10 петель с этой стороны столбиками без накида и 10 петель с этой стороны столбиками без накида. И у меня на задней части остается 16 петель. Из этих 16 петель мне нужно 2 петли убавить, чтобы у меня осталось 14 петель. Но это еще не все. Я только проговорила про полные петли, которые вот у меня на задней части пинетки. Но я буду начинать с 6 петель, которые вот эти половинки, которые находятся еще от мыса. Мне нужно забрать эти 6 петель и эти 6 петель. Значит, у меня в общей сложности на заднюю часть пинетки должно быть 6 плюс 6 12 и 36. Это 48 петель получается, да? Буду вязать я нитками белого цвета. Отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот за эту полупетлю начну вязать с нее закрепляющие. И из этой же петли вывязываю полноценную петлю, которая у нас будет в работе. Подтягиваю хвостик. Первая полупетля. Вторая. Одновременно хвостик ввязываю в вязание. И шестая. Последняя полупетля. Она обычно очень тонкая. Если вы не подохватите обычным основным крючком, то можно взять крючок меньшего размера. Вот я вышла теперь на полные петли на заднюю часть спортивного кедика. Вот теперь я начну вновь считать. Мне нужно провязать 10 столбиков без накида. Это значит, в общей сложности мне нужно провязать 16. 2, 3, 4, 9 и 10. Вот я провязала, вот считая вот эти 6 петель и плюс эти 10, 16 столбиков без накида. Теперь я буду вязать 6 полустолбиков. 1, 2, 3 и 6. Пропускаю одну петлю и вяжу 2 петли, 2 столбика без накида. Это будет уже 7. Подтягиваю, чтобы у меня не было дырочки. Нитки немножко толстоватые. Еще одна петля. И вновь пропускаю одну петлю. Значит, у меня на пяточке я должна пропустить 2 петли, убавить 2 петли. И вновь вяжу 1, 2 и 6. Теперь проверяю. У меня с этой стороны должно остаться 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 петель у меня осталось. Я провязала сейчас вместе с убавлениями. У меня было 16 петель. Но провязала я 14, так как я 2 петли убавила. 14 петель полустолбиками. И теперь вновь перехожу на другую сторону. 10 петель столбиками без накида. 1, 2 и 10. Последняя 10-я петля. Теперь я забираю 6 петель с боковинок. 1, 2, 3, 4, 5 и 6.
Вот посмотрим, есть ли симметрия. Да, вот посмотрите, последняя точка и самая первая точка. Вот они параллельно друг другу. Это тоже очень важно. Один ряд связан, петля подъема. И теперь мне нужно провязать те же 16 петель столбиками без накида, 14 петель полустолбиками и вновь 16 петель столбиками без накида. Так мне нужно сделать 3 ряда. Вот первый ряд я сделала, второй ряд изнаночный и третий ряд точно так же 16 петель столбиками без накида, 14 полустолбиков и 16 петель столбиками без накида. Я провяжу самостоятельно еще 2 ряда, чтобы у меня было полных 3 ряда, и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, 3 ряда связаны, и теперь я буду формировать вот эти петельки, вот эту часть с двух сторон. Это делается очень просто. Петля подъема. Разворачиваю вязание и буду провязывать 8 столбиков без накида. 1, 2 и 8. Петля подъема, разворачиваю вязание, провязываю первая петля, столбик без накида, и вторая, столбик без накида. 2 воздушных петли, можно сделать одну, если вы вяжете свободно, одну петлю пропускаю, вновь 2 столбика без накида, 2 воздушные петли, одну петлю пропускаю, и 2 столбика без накида. Почему я сделала 2 воздушные петли? Потому что у меня люверсы немножко великоватые, и чтобы мне было удобнее их вставить, вот я сделала 2. У меня уже люверсы закрепятся, и будет основная только дырочка, вот которая в люверсах. Вы можете сделать одну воздушную петлю, если у вас нет люверсов, чтобы петелька не сильно растянулась впоследствии. Итак, сформировав петельки, провязав вот этот ряд, петля подъема, разворачиваю вязание и первую петлю пропускаю, начинаю вязать со второй. 1 столбик без накида, в арку буду провязывать 1 столбик без накида, в промежутке 2 столбика без накида, арочку 1 столбик без накида, пропускаю одну петлю и завершающая последняя петля. Вытягиваю нить, отрезаю ее. И боковиночка готова. Вот. Теперь мне нужно связать с другой стороны точно так же. Разворачиваю на другую сторону и отсчитываю до 8 петель, чтобы сделать 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Вот это 8-я. Закрепляющая, и из этой же петли вывязываю вновь петлю. Одновременно хвостик буду ввязывать в вязание. 1, 2, 3 и 8, последняя петля. Петля подъема, разворачиваю вязание. Первая петля, столбик без накида. Вторая петля, столбик без накида. 2 воздушные петли, петлю пропускаю, 2 столбика без накида, 1 и 2. 2 воздушные петли, петлю пропускаю и последующие 2 столбика без накида, 1 и 2. Петля подъема, разворачиваю вязание, первую петлю пропускаю и начинаю вязать со второй петли. Первая петля, из арочки еще одна петля, 2 промежуточные петли, из арочки одна петля, одну петлю пропускаю, последнюю петлю провязываю, вытягиваю нить и отрезаю. Вот что у меня получилось. Теперь мне нужно украсить мое изделие, спрятать хвостики, их направить таким образом, чтобы они у меня ввязались в вязание. Я обвязывать не буду, я буду делать соединительными петлями вот этот кант. Он играет двойную роль, как украшение, как дизайн и как одна из важных ролей, чтобы край пинетки не растягивался.
Вот так. Поэтому я спрячу хвостики таким образом, чтобы они красиво легли, эти хвостики, нигде не топорщились. Так. И с другой стороны точно так же. Я сделаю эту работу самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Итак, наступило время для того, чтобы провести кант, украсить эту пинетку как дизайнерскую часть и укрепить край пинетки, чтобы она не растягивалась. Моя пинетка спортивная. Буду это делать соединительными петлями. Самая первая петля. Вот таким образом. И начинаю по краю, прям по самому краю, делать соединительные петли. Расправляю все это аккуратненько, чтобы у меня розовый цвет доминировал по краю, чтобы белого не так было много видно. Ну и в то же время, чтобы кантик выходил. Так мне нужно обвязать самый верх вот до этой точки. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, розовая часть уже тоже закончилась. Уже 2 цвета у меня ушли. И теперь остался у меня вот такой красивый бордовый цвет, которым я украшу шнурок, заднюю часть и низ. Вот я буду применять 2 клубочка, так как они очень тонкие. Начну я с задней части. Вот когда я вязала полустолбиками, столбиками без накида, вот видите, плотненькая петля, а полустолбиками образовываются вот такие дырочки. Их должно быть 14, потому что вязали 14 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот из первой дырочки я буду вязать полустолбиками. Вот эта полосочка просто дизайнерская, она только для красоты. Вот столбиками без накида. Их должно быть 14. 2, 3 и так далее. 14 петель. Вот именно вот эти дырочки. Не заметить их невозможно. Итак, я провяжу самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Ну вот и бордовый цвет появился. Теперь мне нужно сделать кант по краю подошвы. Я его буду проводить по вот этой части. Значит, я вот со стороны подошвы буду вязать соединительными петлями. Так как у меня при вязании подошвы с мини-бортиком у меня есть кант вот такой, за который я могу тоже привязать, или красивый бортик, или обвязать и так далее. А вот я буду вязать соединительными петлями как раз со стороны подошвы. Буду это я делать не крючком 2,10, чтобы не стянуть, а крючком большего размера. Я его возьму на половинку больше, на 2,5, чтобы не затянуть подошву. Те мастерицы, которые свободно вяжут, они могут как раз вот крючком этого же размера, которым вязали полностью все изделие. Я немножко вяжу плотно, поэтому, чтобы подстраховаться, я возьму крючок большего размера. Свободненько, чтобы подошва могла растянуться. Вот полностью по кругу обвязываю свое изделие. Это украшение, поэтому если вы выберете свой цвет, вы можете сделать точно так же. А можете оставить край такой, какой он есть. Дизайн это чисто индивидуально, и вы можете выбирать сами. Очень важно, чтобы была только петля в действии. Вязания самого нет. Вот так, вот таким образом. Вот у меня появился вот такой кантик. Я провяжу до конца и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, я сделала кант. Видите, как освежилась сразу. Так красиво стало, трехцветная. Если вы не планируете вставлять люверсы, то для вас работа фактически уже закончена. Мне осталось вставить люверсы и приклеить вот эту бумажно-бамбуковую стелечку. Сейчас я покажу, как это выглядит без люверсов, со шнурком тоже вот такого красивого бордового цвета. На моем канале вы можете также посмотреть вязание шнурка. У меня есть 2 вида: плоский и полый шнурок. Вот это полый шнурок, он кругленький. Мне он очень нравится, он придает объем. Помогаю себе крючком, так как дырочки еще затянутые, еще абсолютно новые, не растянутые. Вот так. Сейчас заправим их вовнутрь, чтобы они немножко были спрятаны, чтобы они не мешали на общий обзор. Вот посмотрите, как выглядят спортивные тенниски или укороченные кедики. Вот такая у них красивая форма. Мне осталось вставить люверсы и приклеить подошву, и потом я вам покажу готовую пару. Вот очень красиво. Вот как выглядит с люверсом и как выглядит без люверса. Задняя часть. Итак, доделаю до конца и покажу готовую пару подошвы. Ну вот, кедик готов. Вот она пара. Посмотрите, что у меня получилось. Мне нравится. Я желаю вам легких петелек, великолепной пряжи. Будьте здоровыми.
Оставайтесь здоровыми. До свидания. До новых встреч.